Вот я довязала необходимую мне длину регланной линии и, соответственно, необходимую ширину свитера. Значит, ну, точнее, паутинки. Значит, такие даю вам условные цифры, потому что каждый будет вязать по своему размеру желаемую длину регланной линии и ширину паутинки. Я просто, те, кто будет вязать именно мой размер, я даю такие ориентиры. Значит, вот от самой горловины вот таких полных раппортов у нас по регланной линии, которая состоит из 4 рядов, значит, у меня вот здесь по переду 14 полных раппортов. И я вышла на следующие цифры. У меня 72 петли рукава, но я в последнем раппорте, в последних 2 рядах прибавку не делала со стороны рукава, потому что и так уже много петель. Вот, у меня 72 петли рукава и по 97 петель на перед и спинку получилось. И теперь с этого момента я буду отделять рукава от тела свитера. Значит, вот я дошла до маркера начала ряда. Пока я его снимаю и провязываю лицевыми 5 петель, уже лицевыми именно, 5 петель регланной линии. Они у нас, эти петли, идут на перед и на спинку. Мы их в рукава не отправляем. Итак, 5 петель провязала, убираю тоже следующий маркер. И теперь на дополнительные спицы или на дополнительную нить, у кого что есть, я переснимаю все петли рукава. Так, переснимаем самостоятельно. Так, пересняла я петли рукава. Ставлю заглушку. Убираю маркер. И эти петли регланной линии у меня отходят к петлям спинки. Итак, теперь что мне нужно? Нужно соединить петли переда и петли спинки при помощи петель подрезов. Значит, сейчас будем петли подрезов делать следующим образом. Значит, на правую спицу из рабочей нити, которые мы вязали, будем набрасывать воздушные петли следующим образом. Вот так перекручиваем и надеваем на спицу. 1, 2, 3, 4, 5. Кто до размера от размера S до размера L, этих петель будет достаточно. Кто вяжет на большие размеры, можете сделать 6-7 петель подреза, немножко больше. Итак, добавила я эти петли и теперь просто соединяю наше вязание, петли переда и петли спинки. Просто продолжаю вязать лицевыми петлями. Петли подреза провязываю лицевыми, только в местах соединения хорошенечко вот так подтягиваю. Так, 5 петель подреза, маркер этот убираем, он нам уже не нужен. И теперь самостоятельно провязываем все петли спинки лицевыми до следующего рукава. Провязала петли спинки до регланной линии, убираю маркер и провязываю 5 петель регланной линии лицевыми. Так, теперь следующий маркер тоже убираем и начинаем переснимать петли второго рукава. Так, переснимаем самостоятельно. Так, пересняла второй рукав, убираю маркер. И теперь тоже будем набирать петли подреза на правую спицу. Таким же точно способом перекручиваем вот таким образом нитку и вот так петелькой надеваем на спицу. 1 петля,
вторая, третья, четвертая и пятая. И соединяем петли спинки и петли переда теперь. Вначале идут петли подреза, которые мы провязываем лицевыми. 5 петель. Их мы стараемся как можно плотнее и подтягиваем нить. Так. Первую петлю не могу подцепить, все подцепила. Итак, лицевая, вторая, третья, четвертая и пятая. Так, убираем маркер ненужный. И самостоятельно провязываем петли переда до конца ряда лицевыми. Так, девочки, я провязала петли переда до конца, до самого. И вот подошла к петлям подреза возле первого рукава, что мы в самом начале с вами делали. Значит, после петель переда надеваем маркер для того, чтобы ориентироваться, где у нас начало, где у нас конец ряда. И дальше будем вязать по кругу лицевыми петлями. Значит, петли подреза вот здесь в первом ряду провязываем, подхватывая вот так за переднюю стеночку. Сейчас в первом ряду сложновато, потому что тоненькая нитка. Вот. И подтягиваем хорошенько вместе соединения. И так все 5 петель провязываем и подтягиваем. Так, третью подхватить. Вот, подхватила. Третья. Подтянули. Четвертая. И пятая. Подтянули. И следующая петля, что у нас идет уже петли спинки, тоже провязываем и подтягиваем. Все, в следующем ряду уже будет легче провязывать. Вот таким образом получается. Все, дальше вяжем петли спинки самостоятельно. И вот я дошла до следующего рукава, до петель подреза, и точно так же провязываю их лицевой, подхватывая за переднюю стенку и хорошенько подтягивая. Вот так. Первая петля. Дальше. Тонкая нитка. Еще под камеру сложно подхватить. Вторая петля. Третья. Так, четвертая. И последняя, пятая петля из набранных петель подрезов. Так, и соединяем с петлями переда. Хорошенько подтягиваем. Вот таким образом выглядит у нас место соединения. И со следующих рядов уже все будет вязаться легко и быстро. Все довязываем до конца ряда петли переда. Итак, все, теперь будете вязать дальше самостоятельно. Что у нас получается по петлям? Значит, у нас было, когда мы выходили когда мы отделяли тело, петли тела от рукавов, у меня точнее было по 97 петель перед и спинка. Это получается 194 петли всего. Потом я добавила с двух сторон по 5 петель подреза. Это 10 петель. Это получается уже 204 петли. И у нас 4 регланные линии по 5 петель, это всего 20 петель, 204 плюс 20, у меня по кругу 224 петли. Теперь я просто вяжу лицевой гладью по кругу,
нужную мне длину паутинки. Только не забываем, что оставляем 4-5 сантиметров на 15 рядов, вот точно так же, как мы с вами вязали горловину. Вот такого же размера мы будем вязать внизу резинку. Значит, вяжем и учитываем то, что нужно оставить 4-5 сантиметров на резинку. Все, вяжем самостоятельно по кругу нужную вам длину вашего изделия. Так, довязала я тело свитера до того момента, когда мне нужно переходить на резинку. Значит, вы вяжете свою длину, либо кто ориентируется на мои размеры, я провязала вот от подмышек 30 сантиметров. И теперь мне нужно перейти на спицы номер 4, и теперь резинку я буду вязать в 2 нити. Значит, смотрите, у каждого свое количество петель по окружности. Вы его вот в самом первом ряду, когда будете переходить на спицы номер 4, приводите это количество петель, чтобы оно было кратным 5, потому что у нас резинка 2 на 3. Значит, у меня, например, это я как пример рассказываю, у меня 224 петли, значит, мне нужно в первом ряду равномерно убавить 4 петли. Значит, я буду убавлять сейчас в самую первую петлю и дальше приблизительно 224, если мы разделим на 4, это получается сколько у нас? 55-56 петель. Вот примерно через 55 петель снова провяжу 2 вместе и так далее. Значит, все, берем спицы меньшего размера, номер 4, и переходим, обязательно не забудьте добавить вторую нить, потому что резинка у нас в 2 нити вяжется. И переходим на резинку 2 на 3, начиная с 3 лицевых петель. Значит, я у себя первые 2 петли провязываю вместе, это у меня убавится уже 1 петля. Так, 1, 2, 3 и 2 изнаночные. Снова 1, 2, 3 и 2 изнаночные. И так далее вяжем до конца ряда, убавляя необходимое количество петель. И потом самостоятельно вяжите всего 15 рядов резинки и встретимся, когда будем закрывать низ изделия. Так, все. Резинка у нас по низу связана, будем закрывать наше изделие эластичным способом. Закрывать будем через накид следующим образом. Значит, у нас впереди идут лицевые петли, вот 3 лицевые. Мы накид будем делать вот так на себя. Далее будем провязывать лицевую петлю и перебрасывать через нее ранее проделанный накид. Снова на себя провязываем лицевую. И теперь перебрасываем и накид, и ранее провязанную петлю. Подтягиваем. Снова на себя накид, лицевая. Дальше перебрасываем накид и перебрасываем лицевую петлю. И подтягиваем. Следим за натяжением, чтобы было не слишком свободно и не слишком затянуто, чтобы низ был эластичный. Итак, далее у нас идут изнаночные петли. Изнаночные петли мы провязываем также, только накид теперь делаем вот так от себя и провязываем изнаночную петлю и набрасываем на нее накид и набрасываем предыдущую петлю. Снова накид вот таким образом делаем, изнаночная, перебрасываем накид и перебрасываем провязанную петлю. И еще раз показываю. Вот идут группа лицевых петель. На себя накид, лицевая, и перебросили и накид, и провязанную петлю. Снова повторяем то же самое. На себя накид, провязали, перебросили и еще раз перебросили, подтянули. На себя накид, лицевая, перебросили
И еще раз перебросили и подтянули. Теперь идут изнаночные петли. В обратную сторону делаем накид от себя, изнаночная, и точно так же перебрасываем и накид, и ранее провязанную петлю. Накид, изнаночная и перебросили. Все, закрываем самостоятельно до конца ряда и следим за натяжением, чтобы низ изделия оставался эластичным. Итак, когда вы полностью закрыли все петли, обрезаем нить, вставляем в иголку с широким ушком и вот таким образом делаем узелок, петельку. И теперь нам нужно соединить начало и конец нашего закрытого ряда. И мы аккуратно при помощи иглы соединяем два конца, чтобы было незаметно. Вот, и ниточку прячем с обратной стороны резинки. Закрепим. И протянем кончик сквозь косичку на резинке, чтобы не было видно ее. Вот так под полупетельки косички вводим вот таким образом иглу, как бы накручивая эти петельки, нанизывая точнее эти петельки на иглу и протягиваем нить. Все, теперь вот так поправляем, вот не видно совершенно, где мы спрятали, и обрезаем нить. Все. Так, теперь приступаем к вывязыванию рукавов. Я уже переодела на спицы номер 5 ранее снятые петли рукава. И теперь мне нужно будет вот здесь из петель подрезов, и с двух сторон от петель подрезов поднять недостающие петли и закольцевать их в круг. Значит, что мы будем делать? У меня на мой размер 72 петли. Значит, поднимать на каждый размер, какой бы у вас ни был размер, мы будем вот здесь по этому расстоянию всего 8 петель. Значит, что нам нужно сделать? Вот здесь у нас по центру вот располагаются петли подреза, и мы посередине приблизительно находим середину и повесим вот так маркер с вами. Для того, чтобы нам удобно было ориентироваться, нам нужно будет тогда с одной стороны поднять 4 петли и с другой стороны поднять 4 петли. Итак, теперь поднимаем их так, как нам удобно. Здесь никаких нет правил, есть только рекомендации. Поднимаем, можно поднимать двойные петли, можно одинарные, но как можно меньше, чтобы потом при вывязывании образовывалось здесь лишних отверстий. Вот я подняла одну петлю, дальше смотрю, как мне удобнее поднять вторую, может быть вот так, да, и здесь 2 петли, здесь уже идут петли подрезов, здесь можно поверху уже поднимать вот так и вот так. Вот я подняла 4 петли. Это я подняла правой спицей, а теперь с другой стороны маркера поднимаю точно так же левой спицей, тоже 4 петли. Тоже смотрю, как мне удобнее. Первая петля, дальше вторую сейчас подниму, вот так двойную подниму, вторую, и 2 здесь можно тут уже поверху поднять, третья и 4-я петля. Все, подняли мы с вами 8 петель. Маркер этот нам уже не нужен, мы его убираем, а надеваем обычный маркер
который будет обозначать у нас начало ряда. Так, и присоединяем рабочую нить, присоединяем ее вот таким образом, выводим на лицевую сторону вот такой где-то примерно сантиметров 20 кончик, на всякий случай, если вдруг у нас все-таки образуются какие-то дырочки, чтобы при помощи этой нити потом подтянуть эти дырочки. Так, и начинаем вязать. Значит, вот эти петли поднятые провязываем в первом ряду так, чтобы как можно меньше образовалось отверстий. Можно скрещенными. Я вот буду скрещенной вот первую петлю провязывать. Подтяну переднюю стенку, чтобы подхватить. Вот, провязываю скрещенной первую петлю. Дальше смотрю, как у меня вторая. Вторую, может быть, можно обычной провязать. Вот так, да. Здесь у меня поднята двойная. Вот я так ее двойной и провязываю. Так, и здесь у меня тоже. Вот здесь я провяжу скрещенной. Так, вот я вот эти 4 петли, которые подняла, уже провязала. Хорошенько здесь подтягиваем рабочую нить. Дальше самостоятельно провязываем петли рукава до следующих 4 поднятых петель с другой стороны маркера. Так, вот я дошла до следующих поднятых 4 петель. Тут тоже первую мне удобнее провязать скрещенной, хорошенечко подтягиваем. Вторую вот у меня двойная поднятая, тоже ее скрещенной, двойной провязываю, подтягиваю. Так, здесь удобнее обычной провязать. И здесь тоже обычный. Все, первый ряд у нас с вами провязан. Можно использовать счетчик рядов, чтобы у нас один и второй рукав были одинаковые. Значит, отмечаю и переходим на второй ряд. Значит, второй ряд провязываем самостоятельно просто лицевыми петлями по кругу. Вот здесь вместе соединения, когда будем вязать, пока вот так подтягиваем ниточку. Дальше у нас в следующих рядах уже будет нормально все. Итак, провязываем второй ряд самостоятельно и встретимся в третьем ряду. Так, второй ряд провязан. А с третьего ряда я начну делать убавление. Значит, у меня по кругу 80 петель. Для меня это многовато, ну, как бы на тот размер и на ту модель, что я вяжу. Я хочу равномерно на протяжении всего рукава сделать несколько убавлений, чтобы количество петель сократилось. Если вам нравится и хочется широкий рукав, для паутинок это вполне себе допустимо, вы можете вязать просто лицевыми петлями до самой резинки, не убавляя. А кто будет также вместе со мной убавлять, то я расскажу, по какому принципу делаются убавления и как именно их делать. Итак, в третьем ряду я буду сокращать 2 петли. Как я буду делать это с одной стороны маркера и с другой стороны маркера. Значит, первые 2 петли, они как бы будут центральные с одной стороны. Я их провязала просто лицевыми, и теперь мне нужно вот эти 2 петли провязать вместе с наклоном вправо. Для этого я вяжу бабушкиным способом. У меня правильно петли развернуты, поэтому я буду за переднюю стенку брать и провязывать вот так лицевой петлей. 2 вместе. Дальше вяжем по кругу, не довязывая 4 последние петли. Так, вот я довязала почти до конца ряда и оставила 4 петли. Значит, мы с вами здесь 2 петли провязывали лицевыми и делали убавление. Здесь мы тоже эти 2 петли будем провязывать просто лицевыми, а вот эти 2 будем убавлять. То есть у нас между убавлениями будут идти 4 центральные петли. 2 с одной стороны маркера, 2 с другой. Так, а вот здесь мне нужно сделать убавку с наклоном влево. У меня петли стоят неправильно, поэтому я их разворачиваю вот таким образом и за заднюю стенку провязываю вместе, и они у меня убавляются с наклоном влево. Дальше последние 2 петли провязываем лицевыми и переходим уже на следующий ряд. Следующий ряд будет вязаться просто
без убавления лицевыми петлями. Значит, теперь я вам расскажу. Кстати, вот хочу показать, как выглядит место там, где мы поднимали петли. В принципе, ничего даже подтягивать не нужно. Все выглядит довольно-таки аккуратно. Просто потом спрячем. Закреплю и спрячу ниточку. Значит так, как делаем убавление? Значит, первый раз убавки мы сделали в 3-м ряду. Следующее убавление мы делаем в 20-м ряду. И потом будем каждые 20 рядов делать убавление. То есть у нас получится, считаем, в 3-м ряду, в 20-м, дальше в 40-м, дальше в 60-м и в 80-м. Мы 5 раз на протяжении всей длины рукава будем делать убавление. 5 раз по 2 петли. То есть у нас всего сократится 10 петель. У меня в моем случае было 80, станет 70. Итак, вяжем самостоятельно по кругу либо ту длину рукава, которая вам нравится, которую вы хотите, либо так, как я, вяжем 80 рядов, делая убавки в 20-м, в 40-м, 60-м и 80-м рядах. А в 81-м ряду мы с вами встретимся. Все, вяжем самостоятельно по кругу лицевыми петлями всю длину рукава. Когда необходимая длина рукава у вас будет связана, в моем случае это 80 рядов я провязала, то 81 ряд нам нужно провязать следующим образом. В этом ряду нужно сократить количество петель. У меня к 80 ряду из 80, которые были в начале, осталось 70 петель. То есть я равномерно сократила 5 раз по 2 петли. Значит, теперь мне нужно из моих 70 петель равномерно убавить петли таким образом, чтобы осталось приблизительно на мой размер 50-52 петли. Значит, я просто буду провязывать 2 петли вместе, а затем отдельно единичные петли вместе, единичные. Просто обычным образом. Значит, начинаю с 2 петель вместе, дальше я провязываю 1 петлю одинарную, снова провязываю 2 петли вместе, и теперь я провязываю 2 одинарные петли, снова провязываю 2 петли вместе и 1 одинарную, дальше 2 петли вместе и 2 одинарные. И так я буду вязать до конца ряда, а вы свое количество петель приблизительно рассчитайте, через какое количество вам нужно делать убавки для того, чтобы выйти в зависимости от размера. Чем больше размер, тем больше количество петель в резинке. Они примерно колеблются от 48 до 52 петель. Итак, продолжаем убавлять этот ряд самостоятельно. Итак, я убавила, у меня получилось 50 петель. И теперь я перехожу на спицы номер 4 и начинаю вязать резинку 2 на 3. Еще один нюанс, девочки, 52 петли я ранее сказала, это неправильно. Количество петель должно быть кратно 5, то есть на размер маленький XS 45 петель, чтобы у вас было, на размер ML, чтобы у вас было 50 петель, и на размер XL 2XL, если кто-то там более вяжет, то 55 петель. Я просто забыла, у нас же здесь резинка 2 на 3, поэтому количество петель должно быть кратно 5. Вот у меня получилось 50 петель, и я начинаю провязывать теперь резинку 2 на 3, 3 лицевые, 2 изнаночные. Еще забыла сказать очень важную деталь. Когда мы перешли на спицы номер 4, начинаем вязать уже резинку, обязательно добавляем вторую нить, потому что мы все резинки вяжем с вами в 2 нити. И горловину, и низ изделия, и резинки рукавов. Добавляем вторую ниточку и вяжем столько же рядов, как мы вязали с вами в горловине и в низе изделия. То есть 15 рядов. Ну, может, кто-то хочет больше, кто-то меньше, но главное, чтобы они были одинаковое количество рядов. Все, продолжаем вязать самостоятельно всю резинку и встретимся, когда будем закрывать рукав. Так, резинка связана, 15 рядов я провязала и приступаю к эластичному закрытию петель. Закрывать мы будем через накид.
Кто знает этот способ, закрывает самостоятельно. Кто не знает, посмотрите, я вам покажу. Значит, у нас идут первые 3 петли лицевые. Мы их будем закрывать через накид следующим образом. Накид мы будем делать вот так на себя. На правую спицу набрасывать рабочую нить. Далее провязываю лицевую петлю и перебрасываю через нее накид, ранее сделанный. Снова перед лицевой накид на себя. Провязываю лицевую, перебрасываю через нее накид и перебрасываю предыдущую петлю. Вот таким образом. Снова лицевая у нас впереди, накид на себя, лицевая, накид перебрасываю через провязанную и предыдущую перебрасываю через петлю. Вот здесь следим за натяжением, чтобы не было слишком свободно или слишком затянуто. Итак, далее у нас идут изнаночные петли. Изнаночные тоже закрываем через накид, но только накид делаем теперь в обратную сторону от себя. Сделали накид, провязали изнаночную, перебросили накид через петлю и перебросили предыдущую петлю. Снова накид от себя, провязали изнаночную, перебросили накид и перебросили лицевую петлю. Вот таким образом. Еще раз показываю. Далее у нас идут лицевые, накид на себя, лицевая, и перебрасываем и накид, и предыдущую петлю через только что провязанную. 1 и 2. Снова лицевая, значит, накид на себя, лицевая, и перебрасываем. И 2. И еще одна лицевая, накид на себя, лицевая, перебросили. Далее идет у нас группа изнаночных петель, значит, накид от себя, изнаночная, и перебрасываем и подтягиваем. Снова накид от себя, изнаночная, и перебрасываем. Вот таким образом у нас выглядит край закрытый. Продолжаем так до конца ряда. Так, закрыла я до конца, обрезала нить, вдела в иглу с широким ушком. И теперь закрепим эту петлю таким образом. И теперь нам нужно соединить начало закрытия петель с окончанием закрытия петель. Просто вводим под 2 стеночки и соединяем и закрепляем. И здесь будем просто прятать нитку. Закрепим, сделаем вот такой узелок. И дальше вот в эту косичку вот от лицевых петель с изнаночной стороны вот таким образом, сейчас я нить сюда введу, вот таким образом будем прятать. Вот под дужечки захватываем, вводим вот так иглу под несколько. И протягиваем. И вот так равняем, и не видно будет. И обрезаем кончик нити. Все, второй рукав вяжем точно так же. Вот так выглядит у нас эластичное закрытие петель. Все, наша паутинка готова. Теперь осталось спрятать кончики
нитей, где у нас есть, провести ВТО. И у кого есть желание, можно изделие отпарить. Вот сейчас я снимаю при искусственном освещении, и искажается цвет. На самом деле очень красивый цвет, немножко здесь засвечивается. Все, проводим ВТО, отпариваем. Но кто не знает, как проводить ВТО изделия для изделий из мохера и как правильно отпаривать, у меня есть видео на канале на эту тему. Я размещу ссылочку под этим мастер-классом. Проходите, смотрите и делайте точно так же. В принципе, все. Наш мастер-класс закончен, паутинка связана. Кто еще не подписался на мой канал, подпишитесь, я вас приглашаю. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода новых мастер-классов. Кому понравился этот мастер-класс, поставьте лайк. А на сегодня у меня все. Всем пока.